Добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Мои видео мастер-классы бесплатные. Можно посмотреть на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, а в Одноклассниках и ВКонтакте фотографии. Со всех сторон есть и на все изделия можно посмотреть. Сегодня у меня вот такой жилет интересным узорчиком. Я связала 2 половинки, спинку перед, не сшивала, а просто по бокам завязочки привязала. И все. Вот такая вот у меня идея. Завязочки завязываем, и наш жилет готов. Узор у нас вот такой интересный. Мы его разбирали, я его показывала. Предлагаю сегодня связать такую вот идеечку интересную жилета оригинального, с красивым узором, вертикальными полосками, как мы любим, и завязочками на боку. Такой узор у нас получается. И теперь, глядя на него, давайте наберем количество колечек. Как вязать колечки, я вам только что показала. И провяжем первый ряд столбики с одним накидом на такое количество, которое будет равно половинке вашей кофточки. Допустим, взяли кофточку, по ней набрали и измерили. Половинка. Допустим, это будет спинка. Провязали 8 столбиков. Сделаем планочку 8 столбиков с одним накидом. Я поставила маркеры, чтобы было удобно распределять узор. Узор я хочу сделать не вот такой широкий, а поуже. То есть одно колечко и два. Одно и два. Мне кажется, так интересно. 1, 2, 3, 4 воздушные петли провязали. Внизу пропустили 4 столбика. И между столбиками свяжем столбик 1 и 2. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 4 пропустили столбика, 4, так, не 4, а 8 столбиков вяжем. 2, 3, у нас маркер тут какой-то ненужный. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. То есть я думаю сделать так узор, распределить 8 столбиков просто и колечко. То есть вяжем опять 1, 2, 3, 4. Между столбиками столбик и второй. То есть это у нас изнаночный ряд распределительный. А в следующем ряду на месте столбиков мы вяжем колечко. Как вяжем, мы это уже знаем. И вот таким несложным способом предлагаю распределить весь узор. Такая невероятная красота у меня. Пряжа очень красивая. И узор. Узор просто столбики. И вот такие колечки красивенькие образовались. Я связала одну половинку, это у меня будет спинка, примерно 60 сантиметров всего в длину. И вот там, где уже я начала подходить к концу, разделила вязание на 3 части, у меня получилось 9 вот таких полосочек. Я взяла 1, 2, 3 и еще 4 столбика. Выделила с одной стороны и с другой и провязала 4 рядочка для выреза горловины. Вот теперь точно таким же образом, способом, как мы с вами набирали в самом начале колечки, вот они у меня, набираем такое же количество и начинаем вязать узор. Узор мы с вами разбирали, помните, да? 4 воздушные петли, 2 столбика с накидом и 4 воздушные петли. Провязали. А там, где 2 колечка, я делала таким образом: 2 воздушные петли, 2 столбика, между ними 4 воздушные петли, 2 столбика и 2 воздушные петли. Сам узор мы с вами разбирали, он может быть любой интерпретации. Можно связать вот так, можно связать тем узором, который я вам показывала.
и получается очень красиво. Теперь наша задача связать вторую часть и просто-напросто пришить плечи. Вторая часть перед будет с таким же квадратным вырезом, но только чуть пораньше я его сделаю, на несколько рядочков. Вяжем дальше. Теперь я вяжу полочку. Если спинку мы вязали и на вырез горловины оставили буквально 2-3 рядочка, то при провязывании переда я вот нарисовала такую схемочку. Одна половинка у меня 50-60 сантиметров примерно, и длина всего изделия 60 сантиметров. Вяжем ровным полотном 40 сантиметров, 20 оставляем на пройму, и вот 20 вяжем отдельно одно плечо, оставляем вырез, и второе плечо. Вот. И теперь, после того, как я провязала, вот такой у меня получился вырез. Естественно, что мы вяжем, останавливаемся на том рисунке, на котором у нас есть уже на спинке, который есть, и просто-напросто столбиками без накида разворачиваем это вязание и сшиваем, то есть накладываем и столбик в столбик, петля в петлю. Наша задача все это прошить. Вот. Таким вот способом, абсолютно несложным. Прошиваем одну сторону, вяжем вторую и сшиваем плечо. Наш жилет готов. Единственное, что я еще хочу на уровне талии с одной стороны и с другой стороны привязать полосочки. Полосочки такие же, вот, как у нас здесь 7-8 столбиков. Набираем и вяжем завязочки с одной стороны переда и спинки, и с другой стороны 2 полосочки, чтобы завязать жилет с двух сторон. Такой вот интересный я видела способ. Можно ремень связать, поясочек кружевной, у нас их несколько, а можно по бокам завязочки. Я вот хочу завязочки связать. Вяжем вторую половинку, сшиваем плечо, и жилет готов. Связала я вторую половинку, сшила. Вот такой у меня получился шов. То есть изнутри прикладываем и вот так вот столбик в столбик прошиваем. Столбиком без накида можно иголочкой шить. Получился вот такой квадратный вырез. Вот. Со стороны спинки привязываем ниточку и начинаем делать обвязку. Я привязала 2 воздушные петельки. Это у нас идет боковиночка, и это у нас идет угол. Угол мы будем убирать. Зачем он нам нужен, да? Столбик с одним накидом. Как мы вяжем? Мы вяжем интуитивно, на равном расстоянии. Вот наш уголок. Мы его вообще не будем вязать. Мы его пропустим. И провязываем там, где столбики, я вяжу между столбиками. Там, где воздушная петля, столбик с накидом. 1, можно 2, чтобы не было таких особых дырочек. Столбик без накида пропускаю. Вяжу столбик с одним накидом на воздушной арочке и продолжаю точно так же. Вяжу по 2 столбика с одним накидом. То есть чистить не надо. Сильно редко вязать тоже не надо. Там, где столбики, вяжу между. Вот так вот. И потом первый ряд я хочу провязать столбики с одним накидом, потом провязать, может быть, рельефными столбиками. Вот видите, в сам уголочек я не стала столбик вязать, и получилось, немножечко скруглилось вязание наше. Вот. Можно провязать полустолбиками, я часто провязываю полустолбиками, тоже достаточно хорошо смотрится. Если вы хотите низкую обвязку, если хотите чуть повыше,
то можно провязать столбиками с одним накидом, хотя особой разницы нет. Ну, вот и все, вся обвязка. По периметру набираем, обвязываем 2-3 рядочка, и все готово будет. Я провязала 2 части, сшила бока, вернее сшила плечи. Бока у меня вот такие. Ровно по центру вязания, там где у нас, допустим, будет талия, это, конечно, нужно измерить на себе, одели, померили, и по центру, там где талия, я набрала 8 столбиков и провязала вот такую ленточку, завязочку с одной стороны и с другой стороны. То есть у меня вот такая идея. На боку я завязываю и получаю такой жакет. То есть мы 2 половинки связали, по бокам завязочки. Такой жилет я видела опять же у своей внучки, какой-то дорогой бренд, и там жилет был связан такими вот 2 половинками, а сбоку был завязки, связаны завязки. Мне понравилась идея, я решила это воплотить на нашем взрослом. Почему нет? В жилете это очень удобно, можно связать на любой размер, и это просто 2 боковиночки связали, по бокам завязали, и все, и жилет готов. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео вам было полезным, интересным. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Будем вязать вместе и радовать друг друга.